Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами встречаемся во второй серии нашей уже полюбившейся на нашем канале визуальной новелле Love, Money, Rock'n'Roll, любовь, деньги, короче, рок-н-ролл и все дела. Не ожидала я, что вам так зайдет, но оказывается, значит, не я одна люблю всем косточки перемыть и сидеть и бубнить про то, какие все вокруг дураки и не лечатся. Одна я в белом пальто тут красивая стою. Очень рада, что мы с вами в этом сходимся, это прям perfect. Больше всего еще, что меня радует, это что вас так же сильно бесит главный герой, как и меня. Я прям такая... Это что, здоровая менталочка у моих подписчиков, господи, как прекрасно. В общем, давайте все, дальше без лишних слов продолжаем. Тут Ивамура нехотя удостоила меня, ну не меня, а героя, своим вниманием. Получается, что заметила давно. Вот откуда это получается? Вот почему он такой странный? Не понимаю. Значит, я все правильно сделал. Что он собирался сделать? «Прошу», Ивамура говорит. Неожиданная вежливость. Я сел рядом с ней, но Ивамура тут же встала и чуть ли не бегом бросилась в сторону выхода на крышу. Да потому что это нормальная реакция на таких, как ты. Ну, приехали. Пробормотал я, оставшись в гордом одиночестве. Наверное, все-таки стоило утром вмешаться. Я продолжал корить себя. Ведь если все остальные проходили мимо, демонстративно не обращая внимания, то мы с Химицу уж слишком откровенно пялились. Ивамура могла и заметить. А кому понравится, когда на вас в такой ситуации глазеют удивленные зрители? Прямо какая-то коррида получается, только вот в настоящей корриде у быка мало шансов. А тут и вместо быка мышь-полевка. Окей, я не знаю, это слишком крутая метафора для меня. Не понимаю, что он хочет этим сказать. Короче, я не понимаю, она тоже странная. Зачем она такая, типа, вот, значит, присаживайся, а потом куда-то побежала, что происходит? Я медленно пережевывал черствую булку. Нет, точно стоило пойти в столовую. Так ты ж ходил, там кормят... Не в пример лучше. Я вообще теряю нить, ребята. Я прям... я прям вообще... Я не могу ее нащупать. Что происходит? Что-то потасовка столовая. Надо было так сделать. Господи, это какой-то просто, не знаю, температурный бред. Да и... Водорослево-травяная диета Химицу уже не вызывала желудочных спазмов. Легкий ветерок стал сильнее, и рядом со мной на пол лениво опустился первый осенний лист, слегка подернутый желтизной. Но он был не так прекрасен, как тот лепесток сакуры, да? Да? Вот, ну хотя бы не сакура, ну это да, очевидный был панч. Возможно, Ивамура чем-то похожа по характеру на нее. Она тоже его боялась. Сангвиники, холерики, меланхолики, я никогда не мог толком запомнить, чем эти заумные слова отличаются друг от друга. Впрочем, характер у людей куда сложнее, многое решает воспитание, жизненные обстоятельства и опыт. Да, тут не могу не согласиться, конечно. Я ровным счетом ничего не знаю об Ивамуре, но как будто оправдываю ее поведение. Не мы такие, жизнь такая. Хотя наверняка меня бы все это совершенно не волновало, если бы не чертовы лепестки, мать вашу! Я встал, растоптал листок ногой и уверенным шагом направился назад, в класс. Наконец-то, может тебя... Многоточие. Может тебя уже научат уму-разуму там. А там меня уже ждал Кёски с ехидной улыбкой от уха до уха. Ну и как пообедал с Химицу-тян? Нормально. Ох, и неспроста это он все. Да, значит, к нам буквально 5 минут назад заходила какая-то другая Химицу и искала тебя. Ты думал, ты всех надул? Ага. Ее сестра-близнец, ты не знал, зовут Шинцицу. Ага, как же.
Вот тебе крест, Химицу добрая, а Шинзицу злая. Ну или наоборот, тебе, кстати, очень повезло, потому что ее суперспособность высасывать души из толстых, не в меру любопытных атаку. Кстати, что такое атаку? Ярый фанат японских аниме и манги. О, вот, между прочим, вы вот знали, что некоторые из вас атаку? Вот, теперь вы знаете. Да ну тебя! Обиженно сказал Кёски и вернулся на свое место. Обидел друга. Просто он еще нормально отнесся к этому, знаете ли. Многоточие. Учебный день подходил к концу, наконец-то. Уставшие школьники уже считали минуты, но оставался еще один урок. На перемене забежала Химицу и напомнила, что мы договорились после школы сходить с ней в новый магазин. Поначалу я даже не поняла, о чем она вообще. Да, естественно, я же никого не слушаю, никого ни во что не ставлю. Я думаю только про Сакуру иногда, и все. Учитель тщетно пытался призвать детей к порядку, но на него мало кто обращал внимание. Нет, многим здесь образование и знания действительно были важны, однако добрая половина оболтусов просиживала штаны на уроках только ради престижного диплома. Когда вся жизнь расписана на десятилетия вперед, не надо волноваться о таких пустяках, как оценки или замечания. «К порядку!» — учитель говорил, повторил учитель, спасибо. К сожалению, накричать на них он не мог. Ладно, если вы не успокоитесь, то не узнаете, что у нас в классе сегодня новенькая. В мгновение ока воцарилась тишина, нарушаемая лишь редкими перешептываниями. «Новенькая? Посреди года? Интересно, она красивая?» Меня же все происходящее не особо волновало. Я привык к их постоянному галдежу. А появление еще одного ученика меня совершенно не касается, потому что я и со старыми не особо знаком. И вообще с этикетом, там какими-то нормами приличия, мозгами. Входи. Тут же класс приглушенно загудел, а мне было лень даже голову поднять. Но тут я почувствовал сильный толчок в спину. «Эй!» Я обернулся, посмотреть, не обернулся ли Кёски, чтобы посмотреть, не обернулся ли я. Посмотрел на Кёски, тот сидел, раскрыв рот. И кого же к нам такого прислали, что даже эти зажравшиеся дети так реагируют? В смысле, Кёски, ты же сказал, что он не зажравшийся. Типа, вот у нас тут все дети селебов, но есть и нормальные люди, и сказал про Кёски. Ты норм? Ты как? Ты как вообще? О, боже, лепестки! Они летят, господи! Они мне будут уже просто в кошмарах в каких-то сниться. Я посмотрел в сторону доски, и в классе поднялся вихрь алых лепестков сакуры. Неужели кто-то считает это красивым? Да никто не видит этих лепестков, кроме тебя, скорее всего. Но как? Почему? Что случилось? Это она. Буквально в паре метров от меня стояла девочка из моих видений, гостья из прошлого. Ну же, представься, преподаватель говорит. Меня зовут Кэтрин Винтерс, хотя с некоторыми я уже знакома. Она окинула класс быстрым взглядом, не останавливаясь ни на ком конкретном. Я рада, что нам предстоит учиться вместе. Она нарочито исказила стандартное японское приветствие. Кэтрин Винтерс. Как официально? Она должна была сказать: я Катюха, всем привет, ловите краба. Для меня она всегда была просто Катей. Ну да, так и должна была сказать. Я просто Катя, здравствуйте. Именно с ней я тогда смотрел на падающие лепестки сакуры, да мы поняли, спасибо. Ты что там, умираешь? Что? От лепестков. От лепестков тебе они в рот попали? Ну смотри, как много. Падают, капец. А потом она уехала. Просто уехала, толком не объяснив причины. Оставила меня одного, разбила сердце, раздавила мечты. И я бы обязательно злился и даже ненавидел ее, если бы мог. Ах, как все это омерзительно, банально и заезжено, действительно. Мы все тут с этим согласны. Словно попал во второсортную сёдзё-мангу. Сёдзё-манга — японские комиксы, ориентированные в первую очередь на женскую аудиторию. Интересное разделение. Ну давайте, Чё?
Ну давайте, добавьте ей вокруг лица ярких искорок и намалюйте на фоне кудрявые облачка, а я подожду, я уже привык. Господи, он просто сам себя накрутил и несет какую-то чушь. Лепестки уберите, пожалуйста, человеку плохо. Я протер глаза и больно ущипнул себя за щеку. Не сон. Эй, Ник, почему она вернулась? Ты что-то знаешь? Почему молчал? Противно бубнил Кёски за спиной. Мой мир сжался до темного туннеля, на одном конце мрак и я, на другом свет и она. Пожалуйста, дорогая, давай мы не будем его спасать. Давай, вот эта тьма, она там будет с тьмой. Окей, да? Давай с Кёски мутить. Катюха, соберись. Я уже одну Катюху, на самом деле, не спасла. Ай, господи. Много вас у меня на канале. Только вот там меня вряд ли ждут райские кущи. Тебя они нигде не ждут. Тем временем учитель показал Кэтрин ее место, и она прошла мимо, не обратив на меня никакого внимания. Вот ему бы кто-нибудь его место уже показал. Возле параши! Я же просто не знал, что сказать. Вскочить посреди урока и заорать: «Что ты здесь делаешь?» Да, давай, конечно, ты же придурочный, даже никто не удивится. Одноклассники тем временем отошли от шока. Они все были в курсе, да, вот этого говна. Им всем не насрать, да, что какой-то там Коля из России встретил Катю, и они там что-то смотрели на Сакуру, им не насрать, да? Да, как и нам всем. Она действительно была со многими знакома, ибо раньше училась в этой школе. А остальные, наверное, просто не ожидали увидеть иностранку. Все-таки даже в нашей школе их не так уж много. Меня-то они вряд ли считали за иностранца. О, конечно, вообще как свой, просто чисто ходит здесь. Если вообще подозревали о моем существовании. О, многоточие. Перемену срочно. Я познакомился с Катей в 1 классе старшей школы. И как-то так вышло, что мы стали встречаться. Ну, как-то так само просто вышло. Ну и все. Встречаться начали, здороваться даже иногда. Я и она, кому расскажи, не поверят. Ее мать давно работала в Японии, как и мои родители. Время шло, и все у нас вроде бы было нормально. А потом Катя просто сказала, что мы не можем быть вместе. Что-то про то, что маму переводят. Я мог бы во все это поверить, простить, забыть. Но неужели ей не было хоть чуточку больно? Ведь я не коллега по работе, с которым расстаешься, переводясь в другой офис. Надо было еще устроить прощальную вечеринку и запастись дежурными подарками. Прости и прощай, холодные, деловые, будничные, вымученные. И после всего этого она вот так просто заявляется ко мне в класс. Ко мне в класс, это его класс. Чисто он основал этот класс и эту школу, этот город, если задуматься. Если обернуться и разобраться, то это он первый в Японии вообще был. Просто познакомиться... Приятно познакомиться, рада буду учиться с вами, черт возьми! В целом гребаном Токио не нашлось другой школы! Не верю! Но в то же время где-то глубоко внутри теплилась глубокая надежда. А вдруг Катя вернулась ради меня? Именно поэтому она сейчас здесь. Ну да, для оптимизма причины не нужны. Господи, драма какая, многоточие. Я смотрел на еле ползущую секундную стрелку. Поговорить. Я должен с ней поговорить. И вот звонок. Я собрался с силами и... Она буквально проплыла мимо, направляясь к выходу из класса. Не успел, не решился? Какая уже разница? Эй, Ник, ну ты что, уснул? Слова Кёски доносились откуда-то издалека, словно из другого мира. Но что я ей скажу? Привет, давно не виделись, как дела? Да и почему она не подошла первая? Боится? Стесняется? Нет, глупость. Это все не про Катю. Значит, просто не хочет разговаривать. Я ее знаю даже лучше, чем хотелось бы. Кёски отчаянно тряс меня за плечо и что-то бормотал, но я не обращал внимания. Нико-кун! Какой-то новый голос. Нико-кун! Химицу. Я поднял глаза и посмотрел куда-то сквозь нее. «Прием! Земля вызывает Нико-куна!» И тут я пришел в себя. «Да, что такое? Опять забыл? Ну!»
Она смешно надула губки. Я так и знала, поэтому решила за тобой зайти. Что она от меня хочет? Ты придурочный, у тебя не хватает оперативной памяти, ты не можешь запомнить вообще, что тебе говорят люди. Это... Очень больно. Это все очень больно. Что он от меня хочет? Зайти за мной? Зачем? Ах, да, мы же о чем-то договаривались. О чем-то. О, но какая сейчас разница? Кэтрин ушла, и с каждой секундой она удаляется от меня все дальше. Как и мозг. Даже спинной, мне кажется, уже. Может быть, сейчас нас разделяет расстояние куда больше, чем 1000 километров Тихого океана. Однако я просто не знал, что ей сказать, так как уже давно втайне надеялся смириться, отпустить и жить дальше. А теперь это. Но необходимо было что-то решать. Если бежать за ней, то сейчас. Побежать за Кэтрин, ничего не делать. Так, учитывая, что многим из вас понравилась идея оставить его без пары, я думаю, ничего не делать. И сколько это будет продолжаться? Гниющую плоть вырезают, чтобы болезнь не распространилась на весь организм. Это сейчас к чему? Если мы теперь в одном классе, то рано или поздно я узнаю, зачем она вернулась. Да, все я помню. Уверенно сказал я, встал, взял Химицу за руку и пошел к выходу. Фу, это так мерзотно. Типа одна девчонка тебя пробрасывает, и ты типа демонстративно такой прям за руку берешь там другую девчонку, знаешь, что... Ну, ты ей нравишься, он же говорил, она влюблена в меня, он точно знает. То есть он прекрасно догадывается, что для нее это не просто взять за руку человека, да, это какой-то такой более интимный жест для нее, для ее восприятия. Но вот мы будем так поступать. Фу! Фу. Между пауками из Хогвартса и этим вот чуваком я выберу пауков из Хогвартса. Реально. Блэ. Подождите, а как же? Я обернулся и бросил на Кёски такой гневный взгляд, что он тут же замолчал. Злость, обида, тоска, все смешалось у меня в душе. Я шел по коридорам, не замечая никого вокруг. Остановился только у шкафчиков со сменкой и окинул взглядом школьный двор. Ну а вдруг она еще тут и увидит, что я с другой девчонкой? Ха-ха-ха. Нику-кун, робко сказала Химицу. Что? Огрызнулся я. Огрызнулся я. И действительно, что это? Я подумала, что он нормально ответит вдруг внезапно. С чего бы? Обернулся и понял, что до сих пор держу ее за руку. Извини. И отпустил. Что-то случилось? Только не говори, что нет. Я же вижу. Кёски-сан. Сан – нейтрально-вежливый именной суффикс. В контексте довольно близко соответствует обращению по имени-отчеству в русском языке. А зачем она его называет по имени-отчеству? Кёски-сан выглядел взволнованным. Кёски? Усмехнулся я. Его может взволновать разве что какая-нибудь аниме-героиня с нереальными формами. Но Химицу все так же смотрела на меня своими большими глазами. Я имею в виду, что он рассказывал про очередную серию аниме. Ну, того, про девочек-волшебниц. В 6 часов вечера показывают, ты наверняка смотрела. И зачем я ей вру? Зачем вру сейчас? Ведь Кэтрин не скроешь, не сегодня, так завтра Химицу с ней столкнется в школе. Или того хуже, Кэтрин сама придет к ней домой. В конце концов, они были знакомы. А то хрена она пойдет к ней домой? Без предупреждения. Вы тут все, не в себе. В общем, неважно. Пойдем в твой магазин. Где он? На станции, ты говорил. Ой, ну пойдем, в этот твой там, как он, магазин? Где он там? Ты-то, как тебя там? Ты, фу, какой отвратительный. Да. Не в характере Химицу было устраивать допросы, многоточие. А вот знаешь, Рейкуна сегодня на уроке спросили, в каком году человек впервые высадился на Луну. А он и говорит, в 2079, представляешь? Угу. А потом на физкультуре, это, кстати, очень остроумный ответ, учитывая, что есть теория, что никто вообще не высаживался еще на Луну до сих пор, что это подстава. Так, Химицу вела себя так, словно ничего и не произошло. Для нее возможно.
Магазинчик снаружи выглядел так себе. Может быть, он привлекал школьниц с доступными ценами? Химицу не из самой богатой семьи по меркам нашей школы, но ее отец работает в государственном секторе, и в целом они не бедствуют. Мы зашли внутрь. Зачем его таким симпатичным нарисовали? Такой симпатичный, такой говно. Вот говно человек. Бывает же, да? Химицу примеряла один наряд за другим. «Как тебе?» «Нормально». «Ой, господи, меня прям аж всю выворачивает. Я как уж тут просто сижу». «А этот? Думаю, этот цвет будет модным зимой». «Нормально». «А это платье?» В ее голосе начали появляться нотки недовольства. Мне кажется, предыдущее было лучше. Так, ну тут еще хоть какая-то заинтересованность. Знаете, там что-то сравнивается с предыдущим. То есть он помнит предыдущее. Это уже успех. Знал бы я еще, что она надевала до этого. А нет, он не помнит. Забудьте, что я сказала. Сейчас мне было совсем не до показа мод. Для меня Химицу выглядела хорошо в любом наряде. Блин, почему? Ей так не сказать. Почему не сказать? Как тебе вот это платье? Тебе очень идет. А это... И это тоже тебе очень идет. Мне нравится этот цвет. А вот это платье, мне кажется, этот цвет будет модным зимой. Господи, Химицу, ты мне нравишься во всех платьях. Ну, конечно, это для нее будет, опять же, тоже какая-то, как будто бы надежду какую-то давать ей. О, Господи, отвратительный человек. Зачем тогда все это? Неужели у нее вещей мало? Хотя вот действительно, зачем? Я знаю ее давно, но не припомню, чтобы у нее с кем-нибудь были близкие отношения. Но ведь она больше не ребенок, а красивая молодая девушка. Пора бы уже завести парня, ну, как щенка. Стоп, неужели я ревную? Ой, господи, для тебя бы это было так типично. Нет, конечно, нет. Да и если бы у нее кто-то был, я бы об этом узнал первым. Мне кажется, главное, чтобы тебе самой нравилось. Вот это уже, да, есть проблески сознания какие-то. Но мне много чего нравится, и вот это, а вот это не очень. Химицу перекидывала тряпки туда-сюда. Неужели она заслужила такое отношение? Вот именно, брат! Подумай, может, она не заслужила такого отношения? Вау! Это что за вопрос? Но я уверена, он сейчас в следующем слайде все обосрет. О, я же сказала! Кэтрин вернулась, сказал я как бы между делом. Что? Она, кажется, не поняла, о чем я. Сегодня, перед последним уроком, появилась у нас в классе. Теперь мы будем, типа, вместе учиться. Она аж выронила платьице, бедненькая. Правда? Химицу выронила из рук платье, что ей так понравилось, и резко помрачнела. Смотрю, ты не очень рада. Рада. Просто я думала, что она уехала навсегда. Ну вот и я так думал. И что она теперь планирует? В смысле? Я имею в виду... Химицу резко начала возвращать всю одежду на место. Ее же так долго не было, а вы уже в выпускном классе. Да как-то не интересовался ее жизненными планами, если честно. Да что уж там, я с ней даже не разговаривал. А ты рад, Нико-кун? Вкратчиво спросила Химицу. Не могу сказать, что для меня это все так просто. Но чему радоваться-то? Ты же знаешь, что было в прошлом году. Господи, это было в прошлом году. Ну ты вообще кисель, блин. 2 года назад это было. Ты чё? Ты чё, блин? Сколько можно? Мне кажется, в таком возрасте вообще так быстро забываются такие вещи, типа увидел другую симпатичную девочку и все, забыл предыдущую. Ну это же подростки. Ну, типа, нет, я не считаю, что подростки ветреные, просто жизнь вообще течет по-другому. Ну, типа, мне кажется, год в подростковом возрасте это прям много. Не знаю. Да. Но сейчас это все позади, а что будет дальше, посмотрим. Наверняка у нее есть свои причины. По крайней мере, сейчас я больше не врал Химицу. Вот уж спасибо тебе большое. Мы прям просто все в чате. Напишите вот ему все в чате. В каком чате? В комментариях. Спасибо тебе, Нико-кун, что ты не врешь Химицу, блин. Не договаривал? Да. Но какой смысл вываливать на нее все свои переживания? В конце концов, это только мое дело. Мое и Кэтрин. Кэтрин, по-моему, вообще твои дела уже не волнуют, если честно. Не будешь ничего покупать? Она задумалась. Нет,
Тут все очень дорого, а у меня уже карманные деньги в этом месяце почти закончились. Так сегодня только 7 число, удивился я. Ладно, давай я тебе подарок сделаю. Вот то бело-желтое платье, оно тебе идет. И вовсе оно мне не идет, неожиданно возразила Химицу. Я в нем толстый выгляжу. Ты толстая? Я громко засмеялся, и на меня с опаской уставились продавцы и все остальные посетители магазина. «Вот видишь, поэтому я и не хотел идти», — сказал я шепотом. Химицу ничего не ответила и лишь улыбнулась. Многоточие. А почему нельзя просто сказать «ты не толстая»? Почему надо сказать «ты толстая? Да ты жирный!» Ну типа что угодно можно. Если человек себя уже сам накрутил, он может все что угодно дофантазировать в этой фразе дальше. Чё я распинаюсь тут? Не понимаю. По дороге домой мы практически все время молчали. Я чувствовала себя неловко, и вот сейчас бы с удовольствием послушал историю про Рэя Куна или Саю Тян, которая не могла перекинуть мяч через волейбольную сетку. Не расстраивайся из-за Кати. Я совсем не расстраиваюсь. Ну, я же вижу. Не бойся, со мной все будет в порядке. Прошло уже достаточно времени, но недостаточно для того, чтобы забыть эти лепестки сакуры. Главное, чтобы ты сам в это верил. Верю. Просто это все малость неожиданно. Но ты же ее знаешь. Приходит без приглашения, уходит не прощаясь, всегда себе на уме. О, идеальная пара для такого конча, как он. Такая же бедовая какая-то непонятная женщина, по которой он будет всю жизнь страдать, любить, ненавидеть, а она вся такая... пришла, ушла, что-то там, как собака с языком на плече. Сюда прибежал, туда прибежал. Ой, короче, совет вам да любовь. Химицу, уйдем. Уйдем отсюда, прошу тебя, пожалуйста. Я невольно улыбнулся, Химицу заметила это и еще больше погрустнела. Слава богу, что мы уже дошли до дома. Ну ладно, я пойду. Тогда до завтра. Пока. Моя ты зайчка, ты моя крошечка, господи. Я хотела еще что-то сказать. Ой, молчи, пожалуйста, не надо вот это вот. Но лишь проводил ее взглядом до калитки. Беги. Беги, дорогая, беги. Остаток дня я провел в тщетных попытках... Это что, Дэнди у него стоит? Я не заметила, кстати, в прошлый раз. Провел в тщетных попытках отогнать от себя мысли. А Кэтрин, ты же ее Катюхой звал. Еще, о, как официально Кэтрин, а сам Кэтрин ее и зовет. Ты определись. Нет, но ведь так и правда можно с ума сойти. Каждые 5 минут звенел телефон. Я не брал трубку, потому что знал, что это Кёски. Кто еще мне будет звонить? Да и если речь об этом бесноватом атаку, хорошо, что он еще в дверь не ломится. В итоге я просто выдернул провод, потому что козел. Телевизор и видеоигры немного отвлекали меня, но быстро надоели. Я даже взялся за уроки, а со мной такое нечасто. Со мной такое нечасто бывает, наверное. Немного поиграл на басу. Приготовил простенький ужин. Лучше бы, конечно, поел стрипни Химицу, да, и обосрал бы ее, еще бы ей вот так говна на голову бы вывалил, чтобы у нее утро было хреновым, вечер еще, чтобы у нее был хреновым. Давай, испорть жизнь девочке. Но она, видимо, занята. Видимо, невидимо. Не то чтобы Химицу обязана ежедневно мне готовить и завтрак, и ужин. Я просто привык. Да. Не то чтобы ты обязана, дорогая. Просто я привык, что мне мама так делает. Поэтому ты обязана. Господи, какой кошмар. Мне так плохо. Мне так плохо и хорошо одновременно. Я даже не знаю, что делать. А знаешь, что доставка существует еды? Так это 80-е годы. Какая доставка еды? Не, ну может доставляли, конечно, что-то, ну там. Но в Японии должно было быть какая-то доставка. Ну просто типа не так, что сейчас как бы приложение скачиваешь, да. Там на дроне там прилетает тебе. На дроне, да, тебе суфлёры. прилетает, да-да-да. Нет, это, я думаю, надо было
Я думаю, скорее на вынос что-то было, возможно, больше распространено, типа что-то Ну, я заказать. уверен, что все лавочки были, если ты Ну хочешь есть, да. ты просто приходишь Вообще и в Азии же распространена вот эта уличная еда, типа. Нет, но ему, ты не понимаешь, ему надо, чтобы Вы извините, что химицу. я влез. Да ничего, ему надо, чтобы химицу. Ему надо, чтобы она, а то вот он уже привык, понимаешь? Но при этом он ее обосрет 10 раз, пока поест. Типа, Гнида. слушают тебя, палочки не такие. Да, ровные. типа того. Это все вот это не то. Это все не так приготовила, а потом будет лежать обожравшийся в кровати и думать: ха, утром то же самое сделаю. Гнида. Какая гнида. Кошмар. Вообще, если разобраться, привычки стали неотъемлемой частью моей жизни, даже начали играть в ней ведущую роль. Ты, конечно же, в этом тоже особенный. У нас ни у кого нет привычек, ни единой вообще. А появление Кэтрин грозит все разрушить. Боже, как будто за последние 1,5 года я одряхлел и обрюзг. И еще куча стрёмных слов. И теперь для меня стабильность важнее всего. С другой стороны, зачем лишние потрясения, которые все равно в итоге не приведут ни к чему хорошему? Вдруг в дверь позвонили. Наверное, Химицу, хотя в такой час. Я медленно подошел открывать, но на полпути в голове мелькнула мысль. А с какой стати Химицу будет звонить? В смысле звонить? Она ж пришла. Значит, Кёски, не иначе. Впрочем, для него уж точно поздновато. Распорядок дня моего упитанного друга, аниме и спать. А я хотел влезть с очень Ты же уже увлекательным влезал. фактом, С еще каким? продолжить. Так, ну. С 1950 года в Японии распространена доставка еды. И представляли, вот можно прикрепить, я потом отправлю фоточку куда-нибудь, на Не, велосипедах, нифига себе. куча лапши и все такое. Ну, ты заказывал, как-то, не знаю. С какого года? Ну, в 53-м это было железно, 953 год. То есть, ну, вот этим фоткам по 70 лет. Я отнял, то есть в 53-м это было, существовало. Ну вот, видите, как здорово. Но это не готовила Химицу. И нельзя обосрать курьера за то, что он это привез. Понимаешь? А вот Химицу можно. Ой, господи, да какая разница? Он прям такой, типа, нам с тобой говорит: ой, все. Однако на пороге никого не оказалось. Я огляделся по сторонам, вышел на улицу, но она была пуста. Шутники чертовы. Но кто-то точно приходил, потому что на обратном пути возле двери я обнаружил записку. «Николай-сан, будьте осторожны, вы в большой опасности, за вами охотятся очень могущественные люди, связанные с вашим отцом. Это не шутка и не розыгрыш». Ну да, конечно. Сейчас зайду в дом, а там уже посреди гостиной меня ждет грустная девочка-воительница, готовая выполнить любой приказ. Что? Там было написано не грустная, а грудастая. Грудастая? Грудастая. Ну я сказала грустно. Да все рядом с ним грустные, я не ошиблась. «Николай, Кёски!» — крикнул я. «Это уже не смешно!» И зачем сюда моего отца приплетать? Мои родители. Несчастный случай. А, вот где родители. Они бежали из Советского Союза, когда мне было 7, и в Японии работали простыми инженерами в Кабаяши Корпорейшн. После их смерти я мог вернуться к родственникам в СССР, но все-таки решил остаться, потому что прожил здесь большую часть жизни. А кто тебя содержит? Формальности помогли уладить знакомые отца, а его банковский счет давал мне возможность не умереть с голоду. Понятно, спасибо. Кёски. Я уже менее уверенно позвал. Да, в общем, вы поняли. Но ответом мне стал только оклик соседа о том, что ночь на дворе, а я тут разорался. Ну, может, и не он. Но кто тогда? Если это шутка, то ее авторы не добились главной цели – рассмешить. А если все куда проще, и это правда? Я покрутил записку в руках, обычный аккуратно отрезанный тетрадный листок. Написано на японском, ровный почерк, но вот орфография явно хромает. И зачем было писать от руки? Не проще ли распечатать или на худой конец собрать из вырезанных из газеты слов, как это делают в дрянных детективах? В любом случае, это точно не Кёски. Его почерк я бы узнал. Тогда зачем ты орал на всю улицу, что это Кёски? Вы в большой опасности, связанной с вашим отцом.
Может, это слуги той Элли Саммы решили отомстить за утренний инцидент? Да нет, глупости, в натуре глупости. Да и кому в конце концов сдался простой японский школьник? И почему именно сейчас? Вот это меня интересует. Конечно же, он всем сдался, всем он нужен. И Химицу, и Катюхе, и каким-то спецслужбам, и, не знаю, Господу Богу, всем. Сразу после того, как вернулась Кэтрин. Честно говоря, я не понимаю, какие у нее были оценки по японскому. Не помню ее почерк, но жила она здесь значительно меньше, чем я. Училась Кэтрин нормально, но круглой отличницей не была, да и последние полгода без практики. По крайней мере сейчас именно она главный подозреваемый, заняться ей больше нечем. Мысль «зачем» даже не приходила мне в голову. Я давно перестал понимать мотивацию ее поступков. В любом случае... вот буквально 2 минуты назад он сказал: «Я так хорошо ее знаю, я, наверное, ее знаю лучше, чем кто-либо». В любом случае, завтра в школе нужно попытаться что-то выяснить, а сейчас спать. Так сильно за день я не выматывался очень давно. Многоточие. Но сон не шел, я ворочался и злился сам на себя из-за этого. Тем временем стрелки часов перевалили за полночь. Я вздрогнул и прислушался. Вдруг показалось. Что? Неужели опять? Я вскочил с кровати, глаза забегали по комнате в поисках орудия самозащиты. Бас вряд ли подойдет. На негнущихся ногах я подошел к двери и дрожащим голосом спросил: «Кто там?» «Нико-кун!» Я облегченно вздохнул и открыл дверь. «Ты на часы смотрела? Извини, просто у тебя телефон был выключен». «И что, это повод заявляться посреди ночи?» «Ну какая ты гнида! Ну она же переживала за тебя, придурочного! Почему ты не можешь нормально разговаривать с ней?» «Нет, но я звонила несколько раз, хотела узнать, пойдешь ли ты завтра в школу». «Если ты так беспокоишься о моей посещаемости, то не надо будить меня среди ночи». «Извини». Мне вдруг стало не по себе. Для Химицу такое поведение естественно, а я просто срываюсь на нее. Вот что меня больше всего в нем бесит, что он прям понимает. Он прям понимает все это говно, что он всех обижает, но он просто продолжает это делать. Не она же вернула Кэтрин в Японию, не она подбросила записку. Нет, это ты меня прости. Сегодня был ужасный день. В смысле, тяжелый день, очень насыщенный, и я уже спал. Хотя бы пытался. Тогда я пойду. Спокойной ночи. Ты даже ее не проводишь, она ночью побежала за тобой. Я закрыл за ней дверь и вернулся в постель. Если сегодня тяжелый день, то что же будет завтра? Многоточие пропустили. Загрузка. Это, наверное, глава 2. Так, 8 сентября 87-го. В голове сотни колоколов на разные мотивы звенело наступившее утро. Тут тебе и радостное пение птиц. Мы же это читали. Веселые крики продавцов всякой всячины. Не прекращаясь ни на секунду гудение вентилятора. Недовольное ворчание рядом. Пристальный взгляд огромных зеленых глаз, надутые губки, 2 рыжие косички. Стоп. Это все уже где-то было. Да, вы растягиваете хронометраж. Я вас и так вычислю. Я вскочил с кровати, ошалело уставился на Химицу и скороговоркой выпалил: «Какой сегодня день?» «Вторник!» – испуганно ответила она. «Что с тобой?» «Вторник, да? Ну ладно, пусть будет вторник». Я внимательно осмотрел свою комнату. Раскрытая тетрадка, в которой я вчера безуспешно пытался делать домашние задания, лежала на своем месте. Значит, все в порядке. Просто показалось, что новый день не наступил. Это как? Ну, когда ты просыпаешься, а сегодня еще вчера, которая, короче, как в каком-нибудь фантастическом романе. Ты слишком много их читаешь, засмеялась Химицу. Так, что он сейчас скажет про ее стряпню, так? Слушаем. Однако все действительно идет своим чередом. Разве что какой-то странный запах. Я принюхался. Это...
Да, вот я сегодня завтрак заранее приготовила. На плите стояла большая кастрюля с борщом. Ты же моя зайка, моя хорошая. Он сейчас опять его обосрет. А борщ, это же такое блюдо. Это вот эту капусту шинковать, засрать всю кухню этой капустой, тереть свеклу. Вот это все зажарки эти, лук чистить, плакать. Значит, морковку чистить, резаться. Вот это все, это опять же тереть. Ты же моя маленькая. Зачем ты старалась? И вот он вчера ей дал понять, что он хочет борщ, но он не сказал: Химицу, раз ты обо мне заботишься, приготовь мне в следующий раз борщ. Нет, он сказал: это зелень, это трава. Я же не козел, есть траву. Вот бы ты приготовила борщ. Бородавка какая-то. Вот не человек, а бородавка, которую хочется так вот сковырнуть прям так вот. Господи, но зачем? Ой, а даже и не просил, как будто бы, и не выпрашивал. Да. Ой, зачем ты? То есть теперь еще и обесцениваем ее старания. Типа это все не надо было, а она сделала. Но ты же вчера просил. Да не просил я ничего, просто к слову пришлось. Это же была шутка. Ну какая ты гнида, ну ты же хотел этот сраный борщ. Вылей ему на голову. Ну знаешь что, давай, возьми, бери кастрюлю и дай ему по башке, а потом надень вот так сверху еще. Сказала она грозно. Теперь тебе придется эту шутку съесть. Какая ты добрая женщина, Химицу. Суп на завтрак — это, конечно, оригинально. У нас есть успокоительное в доме. Мне очень надо. А? Вино не поможет. Это достану вообще буйное. Да и Химицу превзошла себя. Интересно, если бы я вчера заикнулся о фуагра с Шато Марго 1978 года, она бы это все тоже, я бы это все тоже ждала на столе. А давай проверим. У нас же это же не человек, это же какой-то робот по доставке еды, да, правильно? Давай проверим, будет оно стоять у тебя завтра или нет. В любом случае, борщ оказался довольно вкусным. Так, может быть, скажем ей об этом? Но, конечно, не по бабушкиным рецептам. Ну, конечно, надо сказать. Ну, Химицу сидела напротив и внимательно смотрела на меня. А ты чего не ешь? Она его отравила, наконец-таки. Вот жду, что ты скажешь. А, ну да, извини, очень вкусно. Правда? Не поверила. Да, правда. Почему должно быть по-другому? Химица попробовала свой борщ. Действительно. И чтобы больше не жаловался на то, что я готовлю. Тресни ему шо. Да когда я вообще жаловался? Ты просто шуток не понимаешь. Я бы еще гречку попросил. Да, гречу бы еще попросил в Японии. Это гнида какая, вы видели? Он ее газлайтит. Это типа... ну ты просто шуток не понимаешь. Это так что... Абьюзер. Беги от него, моя хорошая. Моя девочка прекрасная. Все я понимаю. Вроде бы веселый треп ни о чем, она выглядела не так, как обычно. Грустное выражение нет, да и мелькало на ее лице. Что-то случилось? Нет, а у тебя? А у меня что? И тут события вчерашнего дня пронеслись перед глазами. Неожиданное пробуждение и борщ отвлекли меня, и я не сразу вспомнил о Кэтрин, о записке. Да нормально все, просто малость неожиданно. Со мной все будет в порядке, не волнуйся. Хорошо, если ты в этом уверен. Она улыбнулась. Пойдем, а то в школу опоздаем. Многоточие. Вот тут не забыли. За всю дорогу мы перекинулись лишь парой слов. Просто как-то не было подходящей темы для разговора. Рассказывать про записку Химицу я пока что не хотел. А у нее вряд ли за ночь случилось что-нибудь такое, о чем стоило бы мне поведать. А вот надо было что-нибудь такое сделать и рассказать ему. Не знаю, я потом придумаю. Чтобы он не думал, что у нас с Химицу нет своей жизни. Она должна была сказать: а ко мне приходил мой знакомый японец и приносил мне
Суши. Да, на вынос. На вынос, прикинь. Прикинь, доставка существует у нас в стране. И потом мазал меня васаби. Так, все, хватит. Можно, конечно, начать болтать о всяких пустяках, но я не по этой части, конечно, ведь лепестки гребаной сакуры это очень важно, это вообще не пустяк. Наконец мы дошли до школы. «Надеюсь, сегодня без происшествий», — хмыкнул я. «Ладно, увидимся». «Не спи на уроках». Химица улыбнулась и пошла в свой класс. Многоточие. Итак, теперь надо придумать, как бы незаметно стянуть у Кэтрин тетрадку. Надеюсь, она в ней будет что-то записывать. И желательно по-японски. Я шел по коридору, погруженный в свои мысли, как вдруг меня кто-то окликнул. «А чё это директор появляется с такими гитарными запилами?» «Это почему еще?» «Анохин-кун, а ну-ка постойте!» Директор школы, как бишь его зовут? Да, вы что-то хотели? Кияма-сенсей. Сенсей – учитель или доктор по-японски, часто используется наподобие именного суффикса при обращении к людям этих профессий. Пройдемте ко мне в кабинет. Так ведь уже урок начинается. Не то чтобы подобные разговоры для меня были в новинку, а мы недолго. Кияма-сенсей, поджарый дедушка лет 70 или даже старше, был всегда приторно вежлив и холоден. К тому же одевался и держался строго на европейский манер. Эта черта меня тоже поражала в некоторых японцах. Самозабвенные, подобострастные к западной культуре и образу жизни. В русском языке есть много пословиц и поговорок на этот счет. Хотя бы каждый сверчок знай свой шесток. Ой, вот ты бы тоже знал бы что-нибудь там вот это вот место свое возле параши, я тебе уже сказал. Все, не беси, тихо. Однако здесь это уже стало чем-то вроде традиции. Традиция одеваться на европейский манер в Японии. Ладно. Школа-то элитная, особенно учитывая вообще в принципе приверженность традициям у японцев. Ладно. А в чем, собственно, дело? Анохин-кун, пройдемте. Ну да, не станет же он меня отчитывать прямо в коридоре у всех на глазах. Пожаловалась Блонда на него. Ха-ха. А кто тебе форму постирал? Интересно, ты же у нас бытовой инвалид. Ты у нас неспособный ни на что вообще. Мы зашли в кабинет, но там уже кто-то был. Так это та самая... Джо-сама, юная леди на японский манер. Так обычно обращаются к дочерям очень богатых или знаменитых семей. Может использоваться с иронией или с сарказмом. Джо-сама. Блин, так громко орет эта музыка мне в уши. Просто кошмар. Главное, что я ничего не могу с этим сделать. И действительно, рядом с директорским столом стояла Элли-сама. А ты вчерашний грубиян. Кажется, она тоже не ожидала меня здесь увидеть. Я отчетливо вспомнил вчерашний инцидент в столовой. И все-таки барыня дала платочек утереться. И я его дома закинул в корзину с грязным бельем. Неудобно получилось, надо бы вернуть. «Наверное, ты тут частый гость?» – спросила она ехидно. «Ну, я уж точно сегодня не надеялся ползать в ногах у вашей светлости». «Кобаяши-сан, на этом все». Это у нее Кобаяши фамилия. Ничего себе. Кобаяши, знакомая фамилия. Кобаяши, это вот эта фирма, в которой родители твои работали. Дебил, даже я это помню. Элли вежливо попрощалась с директором и прошла мимо, гневно сверкнув глазами. «Итак, Анохин-кун, вы знаете, зачем вы здесь?» «Да, есть пара теорий». Директор вздохнул и с грустью взглянул на меня из-под очков. «Анохин-кун, я понимаю, что для вас японская культура чужда, но здесь в этой школе учатся люди совершенно разных национальностей, и всем им мы стараемся дать все самое лучшее, а также ждем от них соответствующего уважения и соблюдения школьных правил и норм». Ну, началось. Мне кажется, вы должны это понимать, особенно в вашей ситуации. А что у меня за ситуация? Вот переходить на личности не стоит.
Нет, я имел в виду... Он смутился, снял очки и принялся медленно их протирать специальной тряпочкой. Я хотел сказать, что мы не делаем различий между нашими учениками. Правила едины для всех, я понимаю. Тогда вы должны также понимать, что нельзя просто так без причины прогуливать занятия. Он надел очки и внимательно посмотрел на меня. А если уж брать вашу посещаемость, я понимаю. Но если понимаете, почему же тогда продолжаете прогуливать? Да я... Вы знаете, на чьем попечении находится наша школа? Я пожал плечами. Кабаяши Корпорейшн. Для вас ведь это не пустой звук. Сам ее директор, председатель нашего попечительского совета. Многовековые традиции. Дальше я не слушал. Кабаяши Корпорейшн и Кабаяши Элли. Вот оно, значит, как получается интересно. Любопытно была бы она королевой школы, если бы родилась в простой семье. Например, как Ивамура. Анохин-кун, чему вы ухмыляетесь? Я сказала что-то смешное. Кияма-сенсей, мне очень жаль, такого больше не повторится. Я поклонился в пол. Ну, полноте. Похоже, старый директор не ожидал такого раскаяния с моей стороны. Я сделал выводы и обещаю, что такого больше не повторится. Но главное ведь, что вы поняли, и не допускать в дальнейшем. Впрочем, ладно, идите, а то на урок опоздаете. Спасибо большое, я пошел. Доложился я о своей... Доложился я по всей форме и строевым шагом покинул его кабинет. Многоточие. Блин, а так было непонятно, что он покинул его кабинет, конечно же. Что ж ты мне не сказал, что это твоя Эли-сама Кабаяши? До начала урока оставалось еще пара минут. Так я сказал... Ничего ты не говорил, сказал, что внучка председателя попечительского совета, будто я должен знать, кто там у нас этот председатель. Вот в этом-то и дело, что ты тут ничего никогда не знаешь. Ладно, а к чему вообще вопрос? Да был сегодня у директора. За прогулы? Да, ну а за что же еще? И тут прозвенел звонок. Многоточие. А ведь я совсем забыл про Кэтрин. Она сидела сзади, поэтому мне сложно было постоянно следить за ней на уроке. Господи, маньяк. Записывает она что-то или нет? Да и как незаметно забрать тетрадку? Странно, но я почти совсем не волновался. За ночь мысли пришли в порядок, и вся ситуация вызывала у меня скорее интерес, чем реальные опасения. Наконец-то перемена. Кэтрин встала и вышла из класса. Вот он, мой шанс. Я медленно подошел к ее парте, всем видом показывая, что не затеваю ничего подозрительного. Всем видом показываю, что не затеваю ничего подозрительного. Мне вот видится только максимально подозрительный вид. Вот прям максимально. Огляделся, одноклассники заняты своими делами. Наклонился, раскрыл тетрадку, пролистал. Нет, совсем не тот почерк. Но как? Почему? Конечно, у меня есть проблемы с японскими иероглифами, но в данном случае дело совершенно не в этом. Вчерашнюю записку писала явно не она. Анохин-кун. Я вытянулся по стойке смирно. Пойман, раскрыт, опозорен. Пойдешь с Ивамурой-сан в учительскую за распечатками для следующего урока. Пронесло. Я посмотрел на Ивамуру. Она с безразличным видом стояла, уставившись в окно. Сейчас мне хотелось... Ой, в «Беременна в 16» была бы фраза про то, что она беременна. Потому что она школьница, и она смотрит в окно. Это прям сразу красный флаг. Сейчас мне хотелось лишь одного. Поскорее убраться из класса. Эй, привет, ну что, пойдем? Я и одна могу сходить. Даже не взглянула в мою сторону. Но нас отправили вместе. Я и одна справлюсь. С другой стороны, я бы с радостью с ней согласился. Слушай, я все понимаю, но я сегодня уже был у директора, и возвращаться как-то желания не имею. Как хочешь. Ивамура пожала плечами и пошла к двери. Многоточие. В коридорах было неожиданно пустынно. Школьники словно попрятались по своим классам, готовясь к чему-то. О, это превьюха. Это превьюха. Красиво, красиво. Но ты даже не смотри на нее вот так. Вот так вот это... Он же вон слюни распустил. Нет! Тебе никто не достанется.
Ивамура шла молча. Наверное, злится на то, что вчера я ей не помог. Да и она даже не сказала такого, ей вообще насрать, мне кажется, на тебя. Эта неловкая тишина отчаянно требовала, чтобы ее нарушили разговором. И часто вот так приходится ходить. Ничего умнее придумать не мог. Почему я не удивлена? Она подняла глаза и удивленно посмотрела на меня. Впервые за все время. Получается, желаемого эффекта все-таки добился. Конечно, я ж староста. Ну да, точно. Извини. И опять молчание. Просто мы как-то никогда не общались. Я даже не знаю, как тебя зовут. Зачем тебе? Ну, это же естественно. Я вот Николай. Ивамура заметно смутилась и, видимо, не решалась ответить. Обращаться по имени для японцев признак фамильярности, особенно в нашем конкретном случае. Но я был далек от всех этих условностей. Кагаме? Кагаме же, да, наверное? Кагоме? Как? Я прогуглю. Этот моментик. Тихо сказала она. Что, серьезно? У меня вырвался громкий смешок. Проходящие мимо девочки с опаской обошли нас на почтительном расстоянии. Так, смеяться над именами — это мой профиль. Я тут это делаю, и это имя не смешное. Это мое экспертное мнение. Ты чё? Ты у меня хлеб отнимаешь вообще? Охренел? Что смешного? Кагаме, наверное. Она нахмурилась. Да нет, просто, ты же сама понимаешь, что имя странное. Кагаме — это японская детская игра и песенка из нее, поэтому Николай и удивляется странному имени одноклассницы. Не страннее, чем у тебя. А что с моим именем не так? Отличное имя. Николай. Николас, если угодно. Или Ник. Все вы одинаковые. Похоже, начинает злиться. Кто мы? Гайдзины? Гайдзины, это я знаю, типа чужаки, да. Иностранец по-японски. Часто употребляется в уничижительном и пренебрежительном контексте. Откуда я знаю это слово? Я смотрела «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Там они упоминали это слово. Нет, местные дебилы. Просто аплодисменты этой девушке. Букет даме внесите в студию. Как грубо. Кагаме фыркнула и отвернулась. Слушай, у тебя со мной какие-то проблемы? У тебя с башкой проблемы. Мне кажется, это у тебя просто мой фаворит. Ты моя хорошая. Да, интересно, какие же? Что это за новенькая иностранка такая? Я открыл рот от удивления. С какой стати ей об этом спрашивать? А что? Ты на нее уже второй день, не отрываясь, смотришь. Следишь за мной? Этого только слепой не заметит, ответила она невозмутимо. Это вообще не твое дело. Конечно, не мое. Кагаме ухмыльнулась. Но и моя жизнь не твое дело. Чего тогда лезешь? Просто богиня моя, шикарная. В чем-то она права, во всем, например. Сказать, что раньше знал ее, сказать, что раньше встречались, сказать, что не знаком с ней. Так, какой выбор ее оттолкнет, вот эту женщину? Раньше знал... Вообще не знаю, мне кажется, ей пофиг вообще на все в целом. Сказать, что не знаком с ней, сказать, что... Типа, если не знаком, то это как будто бы, типа, зеленый свет, что к нему можно подкатить, хотя она вроде не хочет. Сказать, что раньше встречались... можно сказать, что раньше встречались. Типа, это правда, окей. У нас раньше были отношения. Кагаме сделала загадочное выражение лица и промолчала. Да и чё ты вообще о ней заговорила? Не каждый день к нам в класс приходят новенькие, да и еще такая эффектная иностранка. Я тоже иностранец, знаешь ли. Она нарочито осмотрела меня с ног до головы, хмыкнула и сказала. Ну да. Так и знал. Для японца рожей не вышел, но даже в статусе честного гайдзина мне отказывают. Да ты ей ничего не предлагал, придурок. Ты всегда такая? Я уже начинал выходить из себя. Пришли, подожди тут. Эй! Тебе сказали, подожди. Как вовремя, даже рта не успел раскрыть. Кагаме быстро зашла в учительскую и почти сразу вернулась с большой кипой бумаг.
Неси. Что, все? Нет, блин, половину. Как ни посмотри, а нести будет неудобно. Может, пополам? Ты же сам вызвался со мной пойти. Ничего я не вызывался. Если ты не забыл, то меня учитель отправил. Ладно, давай. Кагаме попыталась забрать у меня сразу все бумаги. Нет уж, так тоже не пойдет. Да. И кто еще в данной ситуации выглядит более жалким? Ты. При таком вопросе ответ всегда ты, понял? Воспаленная гордость подгоняла меня, и вернулись в класс мы значительно быстрее, чем шли до учительской. Так что в итоге с бумажками-то? Кто что нес? Многоточие. Такую интригу повесили, а мы даже ничего и не поняли. Предлагаю на этом на сегодня заканчивать. Ой, ребята, котята, девчата. Видите такого человека? И сразу бегите куда подальше. Кошмар просто. У меня прям от него... Ой, у меня приступ будет. Что ты там про вино говоришь? Ой, ладно, это все шутки. Мы за здоровый образ жизни. Мы сейчас пойдем спать. Если сможем спать после этих нервов, конечно, я не знаю. В общем, как всегда, в комментариях пишите, как вам эта серия, и как вам наш прекрасный главный герой. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. И всех уже люблю. Пока-пока. Viva